Сколько раз за последний день вы брали в руки ваш смартфон? Не по работе, не для того, чтобы позвонить маме, а просто проверить новые уведомления или вообще не понимая, зачем вы это делаете. По статистике, в среднем человек берет в руки свой телефон, вдумайтесь, более 200 раз. А что, если я скажу вам, что это не ваша слабость и не ваша вина? Ваша неспособность сконцентрироваться, ваше постоянное чувство тревоги, чувство того, что жизнь проходит мимо. Это результат работы, большой работы, но только не вашей, работы тысяч самых блестящих умов планеты. Инженеров, психологов, нейробиологов и IT-специалистов, чей единственный KPI – это ваше внимание. Они превратили наши телефоны в настоящие игровые автоматы, а всех нас в азартных игроков, которые снова и снова дергают за этот рычаг в надежде на выигрыш. Только выигрыша никакого нет, а вот проигрыш вполне реален. Проигрыш – это ваше время, ваш фокус и в конечном счете ваша жизнь. Итак, сегодня мы проведем большое исследование. Но это будет не очередная лекция о вреде гаджетов. Мы с вами для начала заглянем за кулисы Кремниевой долины и увидим, как создаются цифровые наркотики. Мы спустимся на уровень нейронов и посмотрим, как они физически меняют наш мозг. Ну а самое главное, мы соберем пошаговую инструкцию. Не просто советы, а конкретный план действий, как вернуть себе контроль. После этого видео вы посмотрите на свой смартфон совершенно другими глазами. Итак, чтобы понять, как работает эта ловушка, нужно познакомиться с ее создателями. Добро пожаловать в мир экономики внимания. В этой экономике вы не клиент, вы продукт, а настоящий клиент – это рекламодатель, который платит за то, чтобы вы увидели его товар. И чем дольше вы сидите в том или ином приложении, тем больше продукта, то есть вас, можно продать. Задача номер один для любой платформы – удержать вас любой ценой. И для этого у них есть целый арсенал. Оружие номер один – дофаминовая петля. Знакомьтесь, это дофамин, всем известный нейромедиатор, который часто называют гормоном удовольствия. Хотя это не совсем точное определение. На самом деле это гормон ожидания удовольствия, который заставляет вас хотеть, искать и желать. Эта механика была открыта еще в 50-х годах прошлого столетия. В одном из экспериментов было обнаружено, что голуби нажимали на рычаг наиболее яростно не тогда, когда получали еду при каждом нажатии, а когда вознаграждение было случайным и непредсказуемым. По сути, разработчики современных приложений поместили вот такого голубя в мозг каждого из нас. Это называется система переменного вознаграждения. Вы скроллите ленту, то бишь дергаете за рычаг, и не знаете, что вас дальше ждет. Смешной мем, видео с танцующими девушками, фото вашей бывшей, или вы неожиданно обнаружите 100 лайков под вашим постом. Собственно, именно эта непредсказуемость и заставляет мозг вырабатывать дофамин, заставляя возвращаться снова и снова и снова. Тристан Харрис, бывший специалист по этике Google, называл это взломом уязвимостей человеческой психики. Они знают, как мы устроены, и бьют точно в цель. Ему вторит многим известный Шон Паркер, первый президент Facebook, который однажды публично признался: «Мы эксплуатируем уязвимость в человеческой психологии. Мы это понимали и все равно сделали». По сути, это прямое признание в намеренном создании цифровой зависимости у людей. Помните, раньше у ленты новостей было дно. Возьмем обычную газету. Вы читали все статьи, доходили до конца, и на этом все. Это была естественная точка остановки. Мозг как бы получал сигнал. Миссия выполнена, мы получили порцию своих новостей и можем заняться чем-то другим. Но затем они изобрели бесконечную прокрутку. Это простое, гениальное и совершенно чудовищное по своим последствиям решение убрало все возможные стоп-сигналы. Теперь вы можете скроллить вечно. Ваш мозг никогда не получает сигнал о завершенности. Оружие номер 3. Страх упущенной выгоды. Сторис, которые исчезают через 24 часа. Прямые эфиры, которые идут прямо сейчас. Уведомление: ваш друг опубликовал фото впервые за долгое время. И так далее. Все это игра на нашем древнем первобытном страхе. Страхе быть изгнанным из племени. А на современный лад пропустить важную информацию или остаться в стороне. Платформы прекрасно знают, страх – это мощнейший мотиватор. И они создают постоянное ощущение, что если вы не в сети, вы что-то упускаете. А ваша жизнь тем временем становится менее яркой. Оружие номер 4 – социальное одобрение. Мы все, кто бы что ни говорил, социальные существа. Нам жизненно важно, что о нас думают другие в той или иной степени. Лайки, комментарии, подписчики – это вот такой цифровой эквивалент вашего социального статуса. Но есть нюанс. Алгоритмы показывают вам нереальный мир, а его отфильтрованную идеальную версию. Жизнь других кажется вам парадом успеха, путешествий, идеальных отношений. И мы неизбежно начинаем сравнивать свою реальную закулисную жизнь с их
парадной картинкой. Каков итог? Чувство неполноценности, зависть и желание снова вернуться в социальную сеть, в том числе, чтобы доказать, что мы не хуже. Таким образом, круг замыкается. Итак, что мы имеем? Дофаминовая петля, которая подсаживает нас на иглу ожидания. Бесконечная лента, которая не дает остановиться. Страх, который заставляет возвращаться снова и снова. И социальное давление, которое бьет по самооценке. Это не просто приложение. Это идеально откалиброванная машина по захвату вашего внимания. Ну хорошо, они пытаются нас зацепить, захватить наше внимание. Но мы теперь все понимаем, мы же не тупые, мы имеем свободу выбора, свободу воли. Мы можем сопротивляться. Или нет? Давайте посмотрим, что происходит с нашим главным органом. И в данном контексте нашим главным врагом, когда он годами живет в такой вот среде. Наш мозг пластичен, он адаптируется к задачам, которые вы перед ним ставите. Если вы читаете книгу, ну, конечно, с учетом условностей, кто читает и как читает, но по общему правилу, если вы концентрированно, внимательно читаете книгу, то вы учитесь последовательному мышлению. А если вы часами скроллите ленту, вот эти вот короткие вертикальные видео, то ваш мозг привыкает совершенно к другому. Это называется СДВГ. А если быть точнее, сейчас используется термин цифровой СДВГ. Мы теряем способность глубокой фокусировки. Вспомните, вы садитесь почитать книгу, почитать какую-то статью или даже посмотреть фильм, и через 10-15 минут рука сама тянется к телефону. Вы открываете статью и после 2 абзацев ловите себя на том, что держите в руке телефон, смотрите очередное видео, читаете новости, заглянули в мессенджер, в который не собирались вообще заходить. Это не вы ленивый или невнимательный. Это ваш мозг, который перепрограммировали без вашего ведома. Исследования показывают, что средняя продолжительность концентрации на одной задаче в интернете сократилась до, внимание, 47 секунд. Замечали, что стали хуже запоминать информацию? Номера телефонов, дни рождения, факты из статей, маршруты, по которым вы ездите, казалось бы, каждый день. Это не возраст. Я называю это эффект Google. Мозг очень умная и при этом энергоэффективная система. Зачем ему хранить информацию, если он знает, что в любой момент может ее загуглить? Вы сами отработали для него этот путь. То есть вместо фактов он запомнил путь к ним. Вот этот инструмент получения информации. Таким образом, мы все аутсорсим свою память внешнему носителю. Это, конечно, удобно и значительно облегчает нашу жизнь, но вместе с тем и ослабляет наши когнитивные мышцы. Постоянный поток информации, большая часть которой негативная, держит нашу нервную систему в хроническом напряжении. Это повышает уровень кортизола, гормона стресса. Добавьте к этому постоянное социальное сравнение, о котором мы говорили. И неудивительно, что многочисленные исследования напрямую связывают время, проведенное в сети, с риском развития депрессии и тревожных расстройств, особенно у подростков. И, наконец, один из самых недооцененных врагов – это синий свет от экранов. Он подавляет выработку мелатонина, гормона сна. Время, проведенное у экрана перед сном, крадет у вас драгоценные минуты и даже часы глубокого восстанавливающего сна. А это, в свою очередь, недостаток сна. Это прямой путь к проблемам с настроением, весом, иммунитетом и способностью соображать. Подведем итог. Снижение концентрации, ухудшение памяти, хроническая тревога и плохой сон. Это не побочные эффекты. Это прямой результат той цифровой среды, в которой мы все с вами живем. Наш мозг буквально оказался в клетке, которую мы сами для него построили. И более того, периодически бьем его электрошокером, чтобы никогда не давать ему отдохнуть. Ну ладно, хватит теорий и пугающих фактов. Что теперь со всем этим делать? В идеале уйти в лес и отказаться от всех технологий. К большому сожалению, способ, доступный очень малому количеству людей. Но мы с вами не будем отказываться от технологий. Нужно понимать, что смартфон – это невероятно мощный и действительно полезный инструмент. Но проблема в том, что сейчас он использует нас, а не мы его. Пора это исправить. Я предлагаю вам не просто программу, а план по возвращению своего цифрового суверенитета. Представьте, что вы отвоевываете захваченную территорию у врагов. Шаг за шагом. И наша стратегия будет состоять из 5 этапов. Шаг 1 – диагностика. Враг должен быть известен в лицо. Поэтому первое, что вам нужно сделать, без осуждения посмотреть на реальные цифры. Зайти в настройки телефона, настройки приложений, конкретно посмотреть, какое приложение отнимает у вас большее количество времени. Сколько часов вы проводите в том или ином приложении, смотрите видео. В целом, сколько часов в день используется экран вашего смартфона. Я почти уверен, что цифра вас шокирует. Напишите в комментариях, какое приложение у вас на первом месте и какое количество часов показали ваши настройки. В любом случае, это будет ваш первый шаг к осознанности. А теперь шаг радикальный. Пройдитесь по своему списку приложений и спросите себя честно. Это приложение делает мою жизнь лучше? Или она просто крадет мое время и внимание?
социальные сети, в которые вы заходите от скуки, игры, в которые вы играете даже в туалете, новостные агрегаторы, которые вызывают только тревогу. Конечно, идеальным советом здесь было бы удалить это все безжалостно, но, к сожалению, так это не работает. Основная проблема в том, что вернуть эти приложения обратно так же легко, как и удалить, ровно в 2 клика. И ваш мозг обязательно подскажет вам 1001 причину уже буквально на следующий день, почему вам это нужно сделать, почему обязательно нужно посмотреть новое видео, почему обязательно нужно вернуть то или иное приложение, которое, как вы считаете, исключительно для работы и пользы. Поэтому здесь мы должны сделать следующее. Мы должны сделать искусственные барьеры для получения доступа к таким приложениям. И самый радикальный здесь шаг – поменяйте ваш телефон. Да-да, именно так, поменять ваш телефон с огромным сочным экраном высокого разрешения. Что конкретно можно сделать? Это мой основной телефон последние годы. Конкретно эта модель выбрана не просто так, это связано с повышенными требованиями к цифровой безопасности. Но если исключить этот параметр, то о чем здесь следует знать? Это телефон с устаревшей версией операционной системы, на которую уже не установить такие приложения, как Instagram и YouTube. Здесь маломощный процессор, который запустит без тормозов только лишь мессенджер и браузер. По сути, все, что вам нужно. А еще здесь маленький, ужасного качества экран низкого разрешения, на котором физически больно потреблять визуальный контент. Вы сами можете найти такой телефон на Авито буквально за 1000 рублей, или даже найти телефон новый. Продаются смартфоны с маленькими экранами, низким разрешением, ужасного качества и так далее. Можете посмотреть в сторону айфонов, например, iPhone SE первого поколения с экраном 4 дюйма. Тот самый, который выглядит как 5-й iPhone. То есть вам нужно максимально усложнить возможность получения доступа к вашим любимым приложениям, которые являются пожирателями вашего времени. Да, поначалу это может вызвать ломку, и это нормально. Это значит, что вы на верном пути. Кроме того, на самом телефоне вам нужно оставить только утилитарные вещи, мессенджеры для связи с близкими, банк, карты, такси и не более того. Стоп, я уже слышу этот хор голосов в голове. Но мне же это нужно для работы. Я блогер, я СММщик, я слежу за новостями в своей сфере. Все эти приложения мне нужны исключительно по работе. Как я откажусь от вот этой вот социальной сети, если у меня там клиенты? Во-первых, давайте будем честны, прежде всего перед самим собой. Для кого это действительно основной источник дохода, а не просто оправдание? Для 2-3 человек из 100. Но даже если вы тот самый человек, для которого социальные сети и вот эти вот приложения, пожиратели времени, это действительно работа, основная работа, за счет которой вы живете и кормите себя и свою семью, то у меня есть для вас простое элегантное решение, которое не потерпит никаких оправданий. Итак, внимание, это используйте компьютер, ноутбук, любое устройство, за которым нужно специально сесть, чтобы поработать. На самом деле психологическая разница просто колоссальная. Телефон воспринимается на данный момент как продолжение вашей руки. Вы достаете его рефлекторно от скуки в любую свободную секунду. Его интерфейс создан для пассивного бесконечного потребления контента. Это уже в большей степени развлекательный формат. А вот компьютер по-прежнему воспринимается как такой рабочий инструмент. Вы не сможете с собой его носить, например, в туалет. Чтобы начать им пользоваться, нужно совершить ряд осознанных действий. Сесть за стол, открыть крышку, включить его. Сам этот ритуал как бы настраивает мозг на работу, а не на прокрастинацию. Выделите себе время, откройте ноутбук и сделайте все то же самое, что вы делаете на телефоне, но за компьютером. Ответьте на комментарии, выложите пост, выложите ваше видео, и все это с ноутбуком, и вы удивитесь, насколько это на самом деле будет эффективнее. Вообще вся ваша работа в телефоне это на 95% иллюзия, самообман, чтобы так или иначе оправдать вашу зависимость. Второе возражение. Но я так общаюсь с друзьями, знакомыми, я узнаю о новых событиях. Во-первых, вы не удаляете мессенджеры, а публичные площадки для самопрезентации. Настоящие друзья так или иначе останутся с вами. В том же мессенджере, или в телефонных звонках. Вы также заметите, что качество вашего общения вырастет. Вместо того, чтобы пассивно лайкать фотоотчет, вы, возможно, начнете звонить и спрашивать: «Привет, как дела?» Вы будете обмениваться не глянцевой картинкой, а реальными эмоциями. Отказавшись от цифрового шума, вы начнете лучше слышать тех, кто действительно для вас важен. Итак, с главными отговорками мы разобрались. Теперь, когда вы удалили все лишнее, поменяли ваш телефон, ваша задача сделать оставшееся максимально бесполезным для прокрастинации. Сейчас я поясню, о чем говорю. Телефон должен стать скучным, как швейцарский нож, полезным, но не соблазнительным. Отключите 99% уведомлений, оставьте только звонки и сообщения от избранных контактов. Каждый пуш – это вторжение в ваш мозг. Следующий интересный лайфхак, который можно попробовать хотя бы на время. Включите черно-белый режим в вашем телефоне.
Это достаточно мощный лайфхак. Он убирает из интерфейса все имеющиеся, точнее оставшиеся конфетки, то есть все яркие иконки, на которые так падок наш мозг. Телефон по-настоящему превращается в скучную книгу, или тетрадь, или блокнот. Естественно, вам нужно организовать свой рабочий стол на телефоне, убрать все приложения с основного экрана, оставить только самые скучные, но нужные вам. Все соблазны, если вы их не удалили, прятать в папках или в самый дальний экран. Одно из самых важных правил – установить четкие правила, когда ваш телефон уместен, а когда нет. Вам нужно определить время, так называемые золотые часы. Это первый час после пробуждения и последний час перед сном. Без экранов, никакой проверки почты, никаких мессенджеров. Это время для себя, для ваших мыслей, для ваших близких и для вашего сна. Спальня – это вообще территория без гаджетов. Купите обычный будильник, 100 рублей на Авито. Это изменит качество вашего сна кардинально. Кухонный стол – это время для еды. Телефоны убраны. Общайтесь, или просто наслаждайтесь едой. Вспомните ее вкус. Наш мозг не любит пустоты. Если вы просто уберете телефон, если у вас это получится, если вы установите границы, удалите все ненужное и лишнее, мозг потребует привычной стимуляции, и вы должны предложить ему здоровую альтернативу. Вместо телефона, когда вы стоите в очереди, чего-то ждете, кого-то ждете, или едете на работу или с работы домой, то ваш помощник – это книга. Да, та самая обычная книга. Вы будете периодически чувствовать скуку. Вам нужно будет чем-то занять освободившееся время. Это то самое время, в которое вы теперь можете вместить все то, чем вы ранее хотели заняться, и оправдывали нехваткой у вас этого самого времени. Итак, аудит, удаление, настройки, границы и замещение. Все это не разовое действие, это ваша новая философия. Философия осознанного использования смартфона и технологий вообще. В целом, технологии не хорошие и не плохие. Они просто усиливают то, что у вас и так уже есть. Проблема в том, что текущая бизнес-модель технологий усиливает ваши слабости, тягу к быстрому удовольствию, страхи, зависимость от чужого мнения. Но мы можем и должны это изменить. Мы можем голосовать своим вниманием, выбирая, на что его тратить. Каждая минута, которую вы не провели в бессмысленном скроллинге, это минута, которую вы вернули себе, вложили в свое здоровье, в свои отношения, в свои настоящие цели и задачи. Поэтому я призываю вас прежде всего к действию, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, хотя бы первый шаг в этой части. Пока я говорю, возьмите телефон, удалите ряд приложений, которые пожирают ваше время. Всего одно или два, начните хотя бы с этого. В современном мире свобода – это больше не право, которое дано вам по умолчанию с рождения. Это результат ежедневной борьбы. Борьбы за самый ценный и невосполнимый ресурс в вашей жизни – это ваше внимание. И эту борьбу можно и нужно выиграть. Спасибо, что посмотрели и уделили мне самое ценное, что у вас есть – ваше время и ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Кстати, в следующем выпуске я разберу расписание японской тюрьмы. Это будет очень интересный выпуск, где мы узнаем, как самые жесткие ограничения могут парадоксальным образом сделать вас свободнее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всего доброго!